С обзором Весты начали троллить, что не включили аудиосистему. Ребята, включите просто музыку, вы просто ВКонтакте, возьмите любой трек и представьте, что это вы вот в Весте слушаете. Вот примерно так же через видео передается SQ. Громкий же звук можно попробовать передать через видео посредством эха, посредством того, когда мы пытаемся говорить на фоне музыки. То есть громкость мы передать можем. Качество передавать через микрофон, ну, можно хоть какое-то представление примерное получить, но это бред на самом деле. Это как выбирать качество, выбирать новый телевизор и смотреть его картинку по старому телевизору. Прикинь, я какую параллель провел. Я заебал твой телевизор, потому что он показывает плохо. И ты смотришь рекламу, и там телевизор, и тебе говорят, смотрите, какой цвет красный в нем, охуенный. И ты такой, в натуре, я поеду его сейчас куплю, какой цвет, мой это так не показывает, блядь. Давай, короче, музыку включать. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня какой необычный обзор, потому что такой машины, как это назвать, спецсредство. Это багги, называется транспортное средство, и такого у нас еще не было. Это багги с скольки полоской, Тигран? По факту двух, но можно сказать, что и трех, да? Полоской, двумя усилителями Marine серии, магнитолой, которую вы раньше никогда еще не видели. Тут стоит два сабвуфера, и не просто два сабвуфера, а два сабвуфера Alpine R. Мы на нем только не покатаемся, к сожалению. Но нас зовут в Новороссийск летом по песку покататься. Если у нас получится, мы поедем обязательно, сделаем ревизию аудиосистемы, которая получилась у нас. Все-таки ей придется в агрессивных условиях работать. А вы пока тролльте нас, что мы поставили сюда не влагостойкие динамики, что мы... А что тут еще троллить? А бюджет троллить? Эта штука стоит 3 миллиона. Погнали. В комментарии давайте. 6 приор я бы купил на эти деньги. И 200 тысяч музыка. Это как минимум 165 децибел. Нам кто-то написал. Обычно пишут, я бы на эти деньги поставил там фокал, или я бы на эти... А нам один, знаете, в комментариях парень написал, я на эти деньги 150 напилил. Это пиздец, какое достижение. 50 тысяч он сказал. За 50 тысяч 150 децибел. Да, это достижение шикарное, но я его попросил, давайте сделаем обзор. Если вы пишете, будьте готовы к тому, чтобы это показать, хотя бы ссылочку, и мы это покажем. Итак, у нас багги за 3 миллиона с музыкой на 200 тысяч. Начнем с под капота, да, пожалуй? Давай. Под капотом у нас амортизаторы. Так как капот отсутствует, посмотрим багажник. Здесь у нас установлено 4 моноблока Pride 8K. Не, банан. Тут банан установлен. Здесь у нас лежит магнитола Rockford. И пока мы не сели в темный салон, я вам ее покажу. Вот так выглядит магнитола. И на самом деле она меня очень удивила. Она очень компактная и очень живо работающий интерфейс у нее есть. При этом неплохие, так скажем, настройки. Вот, но при всем при этом стоит она нифига не мало, она стоит 20 тысяч, возможно, потому что она является влагозащитной, да? Ну, предназначенной для работы в агрессивных условиях. В дверях, которые открываются у нас как в Rolls-Royce, установлено ничего, безопасность, да? Кто писал, что 860 тысяч за Ладу Весту дорого? Смотрите, 3 миллиона. А в Лада Веста как было, а? Итак, дверь открывается как в Rolls-Royce, можно вот так по-крутому садиться. Ну, ни хрена у вас не получится. А ремни тоже, говорит, сколько стоят? Еще один повод бомбить, 70 тысяч. Два усилителя, моноблок и четырехканальник серии Prime от компании Rockford Fosgate, специально предназначенные для работы в сложных условиях, в условиях повышенной влажности и грязи, заняли место за водительским сиденьем. И в принципе по усилителям это все. За водителем и пассажиром расположились 16,5 сантиметровые динамики Pride Solo V2, обзор которых у нас был недавно. Мы отметили, что у них очень широкая полоса воспроизведения, и они заняли свое место сзади без твиттеров. Твиттеры у нас располагаются только в передней части салона вместе с 13-сантиметровыми динамиками от AZ13 из PL Power. Нужно больше букв и цифр в названии, да? Где же самбуферы, спросите вы, попытавшись подъебнуть? А их целых тут два. Скажу я вам и не обману. Два 8-дюймовых сабвуфера Alpine серии R заняли свое место под сиденьями. Очень сложно сабвуфером прокачать, я бы сказал, такой объем, но его здесь в принципе нет. Однако получилось
Неплохо. Динамики у нас порезаны и с магнитолы, и с усилителей. Подрегулировано таким образом, чтобы у нас был и достаточный панч, и достаточная громкость. А громкость здесь на самом деле меня сегодня удивила. Плавно переходим к головному устройству, которое с одной стороны порадовало, а с другой стороны немножечко разочаровало. Давайте сядем, если мы поместимся. Магнитола является пыли- и влагозащитной, имеет очень приятный и живой интерфейс. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Очень все быстро, живо работает. Есть встроенный вольтметр, мы можем наблюдать вольтаж в системе. Управление магнитолой реализовано очень эргономично. Из кнопок только кнопка включения меню, регулировка сразу на панели сабвуфера, вперед-назад треки. Источников в магнитоле 3, Bluetooth, AUX и USB. В меню мы можем поиграться с привычными баланс, фейдер и эквалайзером. И вот эквалайзер — это вещь, которая на самом деле немножко расстроила. Реагирует на нее аудиосистема крайне неохотно. Полос очень мало, и шаг каждой полосы практически не изменяет звук. То есть надо очень сильно утаскивать его вверх-вниз, чтобы что-то изменилось. Достаточно примитивно у нас есть кроссовер на фронт и на тыл. Значение у него вот 60, 80, 120, он не плавный, но зато порядок у нас либо второй, либо четвертый, 12, либо 24 дБ на октаву. И фильтр низких частот для сабвуфера 60, 80, либо 120. АПФ — это вот Рокфорд любит так писать, вместо full или off — это all pass фильтр. Также в магнитоле отключается встроенный усилитель, но мы этого делать не стали, потому что твиттеры у нас запитаны именно от головного устройства. Также можем поменять тему с дневной на ночную. Seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane to let go? Go on, just do what you do. Не тихо, да, она работает? Конечно, если турбина сзади тебя находится. As I breathe for you, breathe for you. Громко? А что вы телефоны все подоставали? Херовый, да, обзор? Я знаю, обзор получился не совсем полным. Вы все ждали, что я на нем покатаюсь. Если честно, я тоже.
Но у нас уже поздно, очень холодно, очень грязно, вообще не вариант. Это надо быть полным дебилом, чтобы что-то ехать, да, на нем. Это надо закутаться. Видели видео, где типы в кабрике едут, по-моему, Омск там или что-то такое, в лыжных очках? Вот это вот только если так же сделать. Оп! Обзор ловцов. Ай, на ногу наехал! Я вопрос с ветром решил. Я, правда, ни хрена не вижу, но поедет-то Тигран. Тигран, у тебя лицо еще не замерзло? Не, нормально. Уже замерзло у меня лицо. Я не знаю, как мы поедем. Это дебильная идея была изначально. Ты пристегнулся? Да. Отмечаешь? Отмечаю. А ну покажи. Так нет, надо мне как-то Надо расслабить, потому что я под где? себя подстраивал. Я не умею. Просто тяни вот так. Одну ста. Шлем давай. Надо другой трек говно. Я не слышу, что ты говоришь. Дальше поедем. Да, наверное. Но мне холодно. У меня замерзли глаза, короче. Не видно ни хера, Тигран. Холодно, даже Да, пойдем, схватит. Я ебал. Какой там Мне тепло. тепло. Мне... Тигран, мне не тепло, мне жарко. ...900 кубиков, четырехтактный, трехцилиндровый мотор мощностью 150 лошадиных 4 силы. Трехцилиндровый, я всю эту хуйню не смогу сказать. Тигр. Подожди, я попробую. Четырехтактный, трехцилиндровый, а мотор, да, нет, это без вариантов. Так все будут по очереди заходить, да? Сейчас же Дима зайдет еще. Давай быстрее попробуем снять. Давай. Скажи, что пока не заходили. Или пускай зайдут и молча, быстро зайдут и все. Ты как, блядь, снимать вообще в таких условиях? Ты понимаешь, что я невозможное делаю? Каждый, блядь, раз. Они теперь меня смущают. Зачем вы приехали, а? Да там туалет, блядь. Четырехтактный, трехцилиндровый мотор. Так, надо подумать о чем-то грустном. Расходы на тренажку, сука. С Кузиной зарплатой тренажка сейчас уже 200 съела просто. По чуть-чуть. Четырехтактный, трехцилиндровый мотор объемом почти 1 литр. Четырехтактный трехцилиндровый мотор объемом 900 кубиков, баги стоимостью 3 миллиона с аудиосистемой за 200 тысяч. Поехали. Нормально? Как повезло, что никто не зашел. Ну, в ахуе. Приехал, да, с культурной столицы. Передай привет всем. С Питера у нас сегодня здесь Леша Бульдозер. Стив Миду очень должен понравиться этот обзор, потому что, во-первых, он фанат маги. Маги, Грант переобулся, уже не 200, да? Ты так блатуешь. Ну я просто... Он вообще называет армянские цены, их надо Я всегда в округлил. русские переводить. Это всегда так на самом деле. Мы начинаем потом считать, там, ну да, это я округлил. Сколько 200 ты округлил? 160-170. Нормально ты округлил. Чью-то зарплату месячную. Кстати, посадка-высадка, это мероприятие целое, да?
А ты снимал, да, какие у меня трусы? А у меня нормальные сегодня трусы? Подожди. Такие полупозорные, ну ладно. Тигран, это херня, надо переделывать будет. Я не приму такую работу. Оно еще и липкое. Нахер надо? Я просил нормальный инсталл. Сделаешь мне вот фальш, как ты делаешь в машинах, только маленький. Усилитель Boss у нас стоит. Это не армянский усилитель, я надеюсь. Нам остается найти аккумулятор и спалить их к хуям, эти динамики. Во-во-во! Бля, прям горелым воняет. Они раскаленные, прикинь. Почему они не умирают?